Приветствую, друзья! Сегодня мы с вами разберем серьезную угрозу, нависшую над украинской экономикой, и выясним, почему крупнейшая шахта возле Покровска оказалась в центре внимания, какую роль она играет в экономике страны и зачем Россия стремится ее захватить, какие катастрофические последствия может иметь это для Украины. На конец февраля российские войска вплотную приблизились к Покровску, заняв позиции всего за несколько километров от города. Это создает риск для стратегически важного объекта, это шахта управления Покровская, которая добывает уникальный вид каменного угля. Этот уголь используется не для обычных ТЭС, как вы подумали, а для производства именно кокса, то есть это ключевой компонент в сталелитейной промышленности. А металлургия, как вы знаете, в свою очередь является одним из крупнейших секторов украинской экономики, уступая по объемам поступления валюты только сельскому хозяйству. Я хочу напомнить здесь важную деталь, что металлургия – это опора украинской экономики. По данным официальной статистики, экспорт металла принес Украине почти $2 миллиарда за первые 8 месяцев 2024 года. В условиях 3 лет полномасштабного вторжения России это, друзья, колоссальные средства, которые позволяют поддерживать страну на плаву. Также, согласно информации агентства Reuters, этот сектор играет ключевую роль в поступлении иностранной валюты, которая необходима для финансирования обороны, социальных выплат и восстановления инфраструктуры. Однако, друзья, без коксующего угля, как вы понимаете, производство стали резко сократилось, а это неминуемо ударит и по всей украинской экономике. Президент объединения предприятий Укрметаллургпром Александр Калинков уже забил тревогу. По его словам, если Украина вообще полностью потеряет шахтоуправление Покровской, это приведет к катастрофическому спаду в металлургической отрасли. Вы должны знать, что именно эта шахта – это единственный внутренний источник коксующего угля. Без нее украинские предприятия будут вынуждены закупать уголь за границей, что в свою очередь приведет к резкому росту затрат и снижению конкурентоспособности украинского металла на мировом рынке. Но здесь самое тревожное: из-за приближения российских войск шахтоуправление Покровска уже прекратило свою работу. Это означает немедленные потери для экономики и может стать началом полномасштабных проблем для всей промышленности страны. Если ситуация, друзья, не изменится, Украина рискует столкнуться с очередным экономическим кризисом, который будет вызван потерей ключевого ресурса для одной из самых важных отраслей Украины. Шахтоуправление Покровское – это на самом деле ключевой объект угледобывающей отрасли Украины. Оно начало приостанавливать добычу угля уже в начале 2025 года, и причина кроется не только в боевых действиях, но и в критических проблемах с энергоснабжением. По словам Андрея Акулича, это генеральный директор компании Метинвест, Покровскуголь предприятие оказалось в чрезвычайно сложной ситуации после обстрелов. Эти обстрелы полностью лишили объекта электричества, без которого поддержать работу шахты, как вы понимаете, было невозможно. Цитата: «Мы пытались восстановить подачу электроэнергии, но сделать это не удалось. В то же время враг приближался к городу, создавая угрозу оккупации. Поэтому в конце декабря мы приняли решение покинуть площадку», — рассказал Акулич. Друзья, с того момента шахта фактически прекратила свою работу, а на объекте осталось лишь дежурные смены, выполнявшие строго ограниченные задачи. Их основная функция заключалась в том, чтобы вызывать службу чрезвычайных ситуаций в случае обстрелов или аварийной ситуации. Понимая то, что угледобыча не сможет восстановиться в ближайшее время, руководство шахты начало экстренную эвакуацию оборудования. Этот процесс продлился несколько недель и полностью завершился к 16 января. Метинвест Покровскуголь, входящий в состав горно-металлургической группы Метинвест, координирует все абсолютно подразделения угольного производства компании. Поэтому остановка шахты Покровская наносит колоссальный ущерб всей металлургической отрасли Украины. На сегодняшний день украинская металлургия остро нуждается в коксующем угле, который используется для производства кокса, важнейшего элемента сталелитейного процесса. В прошлом году Украина произвела около 3,5 миллионов тонн кокса. Однако теперь обеспечить такую добычу просто невозможно. Импортировать уголь по морю – задача, конечно же, не из легких. И здесь основная проблема заключается в том, что черноморские порты сейчас ориентированы на экспорт, а из-за войны и постоянных атак дронов организовать безопасный импорт значительных объемов угля крайне сложно. Самыми вероятными поставщиками для Украины в сложившейся ситуации
могут стать Соединенные Штаты Америки или страны Африки, включая ЮАР. Однако логистика остается сложной на данный момент и, как вы понимаете, очень дорогостоящей, а значит импортный уголь обойдется для страны гораздо дороже. Как же это отразится на металлургии Украины? Шахта управления Покровска обеспечивала, внимание, 66% потребностей рынка. Остальные 34% Украины и раньше закупала за границей, но теперь доля импортного угля, конечно же, вырастет до 100%. А это неминуемо приведет к росту себестоимости производства стали. Вы знаете, что уже в четвертом квартале 2024 года украинская металлургическая отрасль работала в убыток. Маржа сталелитейного производства была просто-напросто отрицательной, а цены на стальную продукцию продолжали падать последние полгода. Прогнозы на 2025 год также остаются неблагоприятными для Украины. А главные покупатели украинской стали – это страны Европейского Союза, они также переживают спад в ключевых секторах экономики. Особенно это касается машиностроения и строительства, которые и являются основными потребителями стали. Если спрос на продукцию продолжит в Европе падать, украинская металлургия окажется в глубоком кризисе. Таким образом, остановка шахты Покровска не просто какая-то локальная проблема, а серьезная угроза для всей экономики Украины. Ситуация с поставками коксующего угля вынуждает украинских производителей принимать экстренные меры. Некоторые предприятия уже начали накапливать запасы, чтобы предотвратить возможный кризис. Например, как говорится в официальном заявлении ArcelorMittal Кривой Рог, предприятие поддерживает высокий уровень запаса угля и компенсирует ту нехватку за счет импортных поставок. Однако, несмотря на такие меры, проблема остается, друзья, нерешенной. Как сообщил источник Reuters, украинские производители стали изо всех сил ищут альтернативные источники внутри страны, но обойтись без импортного угля почти уже не получится, а это неминуемо приведет к росту себестоимости производства стали в середине Украины. И возникает, конечно же, вопрос, насколько это рентабельно. В январе, в августе 2024 года украинская металлургическая промышленность произвела 4,3 миллиона тонн стального проката. Из этого объема 2/3 было экспортировано. Основным рынком сбыта стали, конечно, страны Евросоюза. И здесь внимание, на ЕС пришлось 72% всего экспорта стали из Украины, что делает его ключевым партнером для украинских производителей. Однако в Европе сейчас наблюдается, как я сказал, спад в секторах строительства и машиностроения, что уже отражается на спросе украинского металла. Если такая тенденция сохранится, украинская металлургия может столкнуться с еще большими экономическими трудностями. Для понимания масштабов проблемы хочу вам на пальцах объяснить, что вообще такое кокс и почему без него невозможно производство стали. Кокс – это такой пористый углеродный материал, который получают путем коксования каменного угля. Этот процесс происходит при экстремально высоких температурах от 950 до 1100 градусов по Цельсию. При этом уголь нагревается в течение 14-18 часов без любого доступа кислорода, что и позволяет удалить примеси и превратить его в чистый углеродный материал. Главное отличие коксующего угля от обычного энергетического, скажем так, это его способность плавиться и спекаться, образуя плотную массу. И именно благодаря этому свойству он незаменим в металлургии. Понятно? Кокс является основным твердым топливом, используемым в доменных печах для выплавки чугуна. Без него производство качественной стали становится просто-напросто невозможным или чрезвычайно затратным, особенно если приходится использовать дорогой импортный уголь. С учетом всех этих факторов, которые я назвал, дефицит коксующего угля ставит украинских производителей перед сложным выбором. Либо они будут закупать дорогой импортный уголь, что, конечно же, снизит рентабельность производства, либо им придется сокращать объемы выплавки стали, что может серьезно ударить по экономике Украины. Здесь все зависит от темпов восстановления логистики, динамики цен, например, на мировом рынке и, конечно же, от ситуации на фронте, которая продолжает оставаться главным фактором неопределенности для всей украинской промышленности. И еще, для общего понимания немного вдамся
в историю этой шахты возле Покровска. Это частное акционерное общество «Шахтоуправление Покровское». Ранее было оно известно как угольная компания «Шахта Красноармейская Западная №1» и является одним из крупнейших горно-промышленных предприятий на территории Донецкой области. Этот угольный гигант давно признан флагманом украинской угольной промышленности, поскольку обеспечивает основные объемы добычи коксующего угля в стране. С марта 2021 года контрольный пакет акций шахты принадлежит компании Мединвест, которая активно координирует работу всех угольных подразделений данной группы. Шахта Покровская также является одной из крупнейших в Восточной Европе предприятий по добыче коксующего угля. Промышленные запасы оценивались в более чем 200 миллионов тонн, а срок их разработки мог превысить 40 лет. Представляете? За последние 25 лет предприятие добыло свыше 100 миллионов тонн угля, что подтверждает его ключевую роль в угольной промышленности Украины. До полномасштабного вторжения на шахте работало, внимание, до 10 тысяч человек, а годовой объем добычи составлял 8 миллионов тонн угля. Именно поэтому это предприятие играло важнейшую роль в экономике всего региона, обеспечивая каждого пятого жителя Покровска рабочим местом. Однако из-за войны производство угля сократилось, а потом совсем остановилось. В 2023 году шахта добыла 5,6 миллиона тонн, что значительно, как видите, меньше довоенных показателей, но все же позволило обеспечивать часть потребностей украинской металлургии. Некоторые сотрудники данной шахты решили эвакуироваться, перебравшись в Днепропетровскую область, в населенные пункты, такие как Межевая, Терновка, Петропавловка, Павлоград и другие поселки, расположенные вблизи границы с Донецкой областью. Тем не менее, часть шахтеров и их семей все-таки осталась в Покровске, несмотря на ежедневные артиллерийские обстрелы. Город регулярно подвергается атакам, из-за которых местные жители остаются без света, без воды, без газа, так как коммунальные сети и инфраструктура вообще не работают. На фоне постоянных этих атак жизнь семей, которые остались в Покровске, становится все более тяжелой. Здесь действует строгий комендантский час, который длится большую часть суток, а государственные учреждения, как вы понимаете, давно уже покинули город. Из-за такой сложной обстановки в Покровске уже давно не работают крупные торговые сети, банковские отделения и логистические службы, а также закрыты школы, вузы и медицинские учреждения. Фактически, я бы сказал, что город постепенно превращается в такую зону призрака, где остаются лишь те, кто по каким-то причинам не смог уехать. Закрытие шахтоуправления Покровской стало тяжелым ударом по угольной отрасли Украины. Страна фактически осталась без собственного коксующего угля, который является жизненно важным компонентом для всей металлургии Украины. До 2014 года на территории Украины действовало на самом деле очень много шахт, добывающих коксующий уголь, и этого ресурса полностью хватало для внутренних потребностей Украины. Однако почти все эти шахты остались на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, и теперь та же шахта Покровская была последним крупным предприятием по добыче коксующего угля, находившимся под украинским контролем. Но даже она не смогла покрывать всю потребность украинской металлургии, а теперь остановка этой шахты оставила страну вообще перед необходимостью импортировать 100% угля. Таким образом, друзья, видите, что импорт коксующего угля неизбежно приведет к увеличению стоимости стали, а также усложнит работу металлургических предприятий, многие из которых сейчас уже находятся в сложном финансовом положении. Друзья, ситуация с украинской металлургией – это не просто локальная проблема, а вызов для всей экономики Украины. Что вы думаете по этому поводу? Напишите ваше мнение внизу в комментариях, а также, если вам понравилась информация, дайте знать своим лайком и не забудьте подписаться. Нас ждут много новых интересных еще историй. До скорой встречи и хороших вам новостей!